Всем привет, друзья! Продолжаем тестировать места фарма в Royal Quest. Это уже 7-й, кстати, видосик по теме, и если ты задаешься вопросом, где все-таки пофармить, заходи на канал, и в плейлисте фарм ты найдешь тесты фарма локаций, отдельных монстров и даже карт. А если подпишешься, то не пропустишь выход следующего видосика, тем более фармануть 2 ляма можно и на просмотре самого видео, подробнее по всплывашке. А сегодня у нас фарм-тест Морозной Длани. Это самая северная локация в игре, мобы тут довольно жесткие, поэтому персонажам ниже 60 уровня и со слабой заточкой тут будет туговато. Правила теста остаются прежними, используем только прем, без клевера и другой расходки на шанс выпадения. Пьем эликсир, который послужит часовым таймером, и погнали на завод. Да, фарм на локации начинается именно с завода, точнее с цапальников. Почему? Потому что цапа это по сути та же самая элитка, только без таймингов, печатей и других игроков. Бьешь его по КД сколько хочешь и когда хочешь. Карта с него падает дорогущая, я продавал ее за 90 лямов, и игнорировать это точно нельзя. Кроме карты, с них падает ржавая пружинка, которая нужна для крафта лаитского зверобоя и ожерелья стойкого духа. Стоит она в среднем 50к голды и покупается довольно бодро. Цена примерная, бывает и дешевле, и дороже. Самих цапальников можно спокойно фармить соло, даже при самой средней заточке. Отдельно на этом не будем заострять внимание, в конце видео будет аннотация с подробным гайдом по их фарму. У меня на зачистку уходит около 5 минут. Если фармить соло и не привлекать никого для сброса данжа, он сбросится через 10 минут. То есть 5 минут фармим завод, 10 минут Морозную Длань и так по кругу. На самой локации самое ценное это, кстати, не лут с монстров, а руда, малый магниевый улей и малый осколок упавшей звезды. Собирая их, можно получить камни и ресурсы, которые используются в крафте огромного количества 63-х и 65-х шмоток и оружия, поэтому стоят они дорого и продаются очень быстро. И вот как раз в Морозной Длани самое большое скопление месторождений этой руды, поэтому собираем обязательно все. Кроме этого, тут можно встретить 5 видов растений, которые также содержат довольно дорогие трофеи, используемые и в крафте, и в ежедневных квестах. Однако продавать их тот еще геморрой, на рынке их обычно очень много, каждый хочет продать побыстрее и постоянно перебивает цену. Поэтому для продажи тебе или все время придется сверяться с рынком, или приготовиться, что висеть они будут очень и очень долго. Буду честен, раньше я тоже собирал эти растения, но после геморроя с их продажей решил, что оно того не стоит. Теперь при фарме на севере я собираю только руду, но тут, конечно, кому как нравится. Наконец, монстры. На локации их встречается 6 видов, и сейчас быстренько пройдемся по каждому. Горный Сисиутл. С него можно выбить все виды брони всех классов 63 и 65 уровня. Кварц стоимостью около 25к голды. Используется он, кстати, в 5 65-х рецептах, поэтому покупается довольно бодро. Сердце стужи, которое на данный момент стоит 400к, и карту горного Сисиутла. Карта ломовая, 36 знаков. Зачарованный Тоус. С него уже падают все виды обуви 63 и 65 уровня. Золотое копыто стоимостью 7к. Продается уже, кстати, туговато, ведь идет только на рецепт сапогов ледоруба и на разовый квест на 60 уровне. Также падает сердце стужи и карта зачарованного Тоуса. Эта карта уже довольно востребованная, средняя цена около 5 лямов. Полярный Морок. С него также падают все виды северной брони, как и Сисиутла, слипшиеся ракушки стоимостью в среднем около 20к, которые продаются немногим лучше золотых копыт, сердце стужи и карта Полярного Морока. На мой взгляд, это лучшая карта для ПВЕшного танка, хотя стоит обычно не больше 4 лямов. Прибрежная ройка содержит все виды головных уборов 63-65 уровней, морскую тину стоимостью 3к, сердце стужи и неплохую карту для стрелков стоимостью 4 миллиона. Саблехвостка. С нее также падает вся северная броня, гибкие жилы по 3к за штуку, сердце стужи и карта саблехвостки. Ломовая, на мой взгляд, 41 знак отличия. И последний местный монстр, черная борозубка. Падают с нее все виды северных перчаток, гибкий зубной нерв стоимостью 25к, кстати, берут его неплохо, сердце стужи и карта черной борозубки. Тоже ломовая, ведь в ПВЕ карта Полярного Морока будет сильно круче, 40 знаков отличия. Итак, с теоретической частью закончили, и теперь посмотрим, что удалось нафармить за 1 час.
За 4 зачистки цапальников выпало всего 3 пружинки. Обычно бывает штук 5, но тут все честно, смотрим по факту. 3 пружинки это примерно 150к голды. Лута с мобов выпало примерно на 600к, растений собрано по рыночной цене примерно на 500-550 тысяч, но можно смело отнимать отсюда процентов 30 на перебивание цен, поэтому считаем 350к голды. Ресурсов с месторождений руды, включая Ройкин глаз и Хабульский корунт, собрано на 650к. Итого, за час фарма Морозной Длани я заработал 1 750 000 голды. Конечно, не рекордное значение, но зато не так скучно, как на тех же паучках, да и с пружинками мне не очень повезло. Бегая рогой с грабежом, вполне можно заработать 2-2,5 миллиона. Все цены, конечно, усредненные и актуальны на момент публикации видео. Из минусов локации тут довольно жесткие мобы и их очень сложно паровозить, поэтому бить чаще всего приходится или по одному, или небольшими кучками. Из плюсов тут почти всегда свободно и есть возможность выбить дорогущую карту цапальника. Морозная Длань, кстати, одно из моих самых любимых мест фарма. На этом все. Ставь палец вверх, если понравилось и хочешь больше подобных видосов. Если есть идеи и предложения или замечания, обязательно пиши в комментариях, я все читаю. А если нужен прям диалог, что-то обсудить, то пиши в ВК, ссылочка будет в описании. Удачи в игре, пока.